Граждане Республики Беларусь, спецслужбы Российской Федерации готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция «Островец». Приветствую своих доброжелателей и хейтеров. Хейтеров все больше и больше. Я получаю от этого большое удовольствие. Единственное, чего я не получаю никакого удовольствия, это от количества тупых и глупых людей в Украине, которые так и не хотят образовываться и что-то для себя понимать. Но неважно, у каждого свои мозги. Я работаю для тех людей, кому это нужно. Таких, слава богу, много. И я благодарен вам за ваше внимание. Переходим к делу. Рубрика «Дайджест», выпуск 2. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал и колокольчик. Это очень важно. Ну и лайк, само собой. Попалось видео, как два супергероя, это Алексей Арестович и газированный писюн Кирилл Тимошенко, рассказывали майсе нашим людям какое-то время назад перед обстрелами. Вот послушайте. Все буде добре. Така акція, вона, скоріш за все, разова і розрахована на внутрішню російську аудиторію, переважно для того, щоб Головстерг показав, що він на щось здатний. Тому що він боявся засудження, скажімо так, ястребиного крила Кремля, і він показав спроможність. З військової точки зору це безглуздя, не вражено жодний військовий об'єкт. З стратегічної точки зору, як ви бачите, як сказав вже Кирил, відновлюється дуже швидко. Все це наша енергетика має запас прочності, як кажуть фахівці з енергетики. І так просто 40-мільйонну країну, звісно, не поставити, навіть декількома такими ударами не поставити на становище. Тобто це пропагандистська штука, вони накачують проти населення, вони демонструють, що вони там не зупиняться, держитиме на себе. І сподіваються, що ми змінимо опозицію свою, але ми не змінимо. Президент чітко вибрав, що жодних перемовин з Путіним, що ми не здамося. А суспільство повністю підтримує його, Збройні сили виконують свої завдання планово, прямо зараз наносять удари по росіянам. А світ відреагує однозначно. Буде збільшення санкцій, напевно. Буде розширення номенклатури зброї та боєприпасів і швидкості їх постачання. Кінець закономірний. Криса здохне в будки. А ми відродимося. Україна була, коли ще не було Москви, і буде, коли Москви вже не буде. Так и есть. Слава Україні! Героям слава. Я уже не знаю, какой это по счету факт и доказательство того, что за людей нас никто не считает. И что из себя представляют эти красавцы. Это все, Арестович принадлежит команде Ермака, Тимошенко это чуть другая команда, но тем не менее это все офис президента. И Тимошенко это просто конкретное варье, на мой взгляд. Он продолжает сидеть на экранах телемарафона, вообще везде как можно больше в медиапространстве появляться. До меня доходят слухи, что этот парень готовится к очень серьезной должности в будущем. И вообще он себя видит преемником Шмигаля. Я, конечно, долго смеялся, но факт остается фактом. Вот посмотрите, как он уверенно вещает. Можете заспокоїти українців, до якого найгіршого сценарію нам потрібно бути готовими? Можливого найгіршого сценарію? Дивіться, ми вже проходили багато різних найгірших сценаріїв. Вони були на протязі останнього місяця. Я хотів би відразу всіх заспокоїти. Виїжджати із країни точно нікуди не треба, тому що вчора в інформаційному просторі просто таки був вибух, можна так сказати, щодо виїзду. Виїжджати нікуди не треба. Не буде у нас такого загального, сподіваємось, блекауту по всій країні. Так, можливі відключення, так, вони можливі не тільки на годину або дві, але вже пройдені етапи того, як ми це лагодимо, і є розуміння, що в будь-якому випадку працює і ДСНС, працює обласна влада для того, щоб розгортати пункти незламності, пункти обігріву, а паралельно працюють енергетики для того, щоб протягом доби, 2-3 лагодити енергетику. Все залежить від ситуації дійсно по ракетним обстрілам. Я думаю, що це розуміє кожен українець, але в будь-якому випадку ми в своїй країні, виїжджати нікуди не треба, все полагодимо і все стабілізуємо. Еще одни красавцы, например, мэр города Киева Виталий Кличко. Я его старался поменьше трогать, ну, конечно, я так смотрю на это все. Один день будет эвакуация, второй день не будет эвакуации, все будет хорошо, потом опять будет эвакуация, потом снова не будет эвакуации, потом частичная эвакуация. Ко мне лично опять-таки доходят слухи, сообщают информацию о том, что левый берег Киева готовится при критической ситуации эвакуировать. Я уже ничего не понимаю, думаю, Виталий Кличко сам ничего не понимает. Потому что он не способен ничего понять чисто как бы физически. Он великий чемпион мира по боксу,
но думать это не его конек. У них с Зеленским в этом плане много общего. Один бэкает без суфлера, второй бэкает без суфлера. Я вообще не понимаю, как можно занимать такую серьезную должность, не умея ни разговаривать, ни думать, ничего. У Виталия Кличко, в принципе, чтобы вы знали, примерно такая же модель управления, как и у Зеленского. Это полностью мафиозная структура управления. Кличко окружают сплошной криминал, за исключением Игоря Никонова. Я не знаю, входит ли он сейчас в ближайшее окружение Кличко. Ну, Никонов это умный человек и серьезный предприниматель. А про Виталия я ничего хорошего сказать не могу. Надо как-то определяться, надо быть серьезней. Он вынужден сейчас лавировать, он все-таки думает о своей политической карьере, о политическом будущем. Он серьезно тоже настраивается на президентские выборы после победы. Ну, честно, жалкое зрелище его слушать и наблюдать. Ну что продолжает упорно делать Виталий Владимирович, это зарабатывать бабки через своих подрядчиков. Война в городе Киеве, Поздняки, спальный район, эвакуация машин продолжается. Это же у нас, я об этом давно говорил, на часе. Вообще вопрос номер один во время войны, бедных людей, которые сидят без света, еще эвакуировать автомобили. Ну вы просто сволочи и твари, мрази. Но я сделаю обязательное видео, покажу, как в Америке эта система работает и как без подрядчика Виталия Кличко справляются самые богатые города в мире, которым принадлежит и Майами, туристический центр, ну, один из самых крупных туристических центров мира, финансовый центр, один из финансовых центров Америки. Дмитро Ильич Гордон не знает, в какой участок вылезать уже офису президента. Вылизывал тщательно Зеленского, просился на работу, обратно простить его слезно, его пока игнорируют. Но, видимо, Зеленскому сейчас не до этого, он не хочет, он обиделся. Так он переключился на Ермака, вот посмотрите. Андрей Ермак вообще выдающийся организатор, выдающийся руководитель, человек просто потрясающих в меня качеств. Я вам честно скажу, что никогда еще в Украине не было такого государственного деятеля, который на стольких направлениях был бы максимально эффективен. Я всегда его хвалил, вы помните, у вас еще на программе. Вася Голованов отдельная песня. Как балдели наши люди от Голованова в его лучшие времена, когда его потом Ахметов перекупил, такое лицо у него, ну это выражение лица, это, кстати, Голованов бывший актер, кто не знает, «Черный квадрат» студия. Значит, это выражение лица, как он что-то давит в себя, какую-то эмоцию. Ну, смешной, блин, мне он чем-то Семена Семенченко напоминает. Ему надо в балаклаве было выступать, честное слово, вести свои эфиры. И он такой хороший, такой спокойный мужчина, все балдели от него. Ну, кто больше заплатит, за того и этот мужчина. Когда я пару раз услышал истинные мысли, что в голове у этого человека, какую философию он исповедует, это просто, ребята, это такой ноль. Это человек без своего мнения и тоже без способности вообще это мнение иметь. Это хуже Шустера, это просто кошмар. Это ужас просто. Я вообще смеюсь, в Украине нет журналистики. Те вопросы, которые задают президенту сейчас и до войны, это просто тоже смешно, детский сад. Это главный редактор «Украинской правды», центрального СМИ Украины, оплота демократии буквально. Значит, Севиль Мусаева получила там какой-то приз, какую-то премию, какой-то на топ супержурналист. Я просто вспоминаю ее в эфирах там на ICTV, в этой «Свободе слова». Когда она там Гройсману пыталась парировать, это супер совок, супер социалист, но самое главное, я всегда для вас пытаюсь это подчеркнуть, чтобы вы просто поняли, о чем я. Эти люди совершенно не понимают природу происхождения денег, как выстроена экономика в хороших, нормальных, богатых, сильных странах, они совершенно не в теме. Эти люди, конвертик, хозяин, и туфту гнать людям, промывать мозги на какой-то бред. Петров, Сидоров, тот не виноват, тот виноват, а вместо этого нужно поставить вот этого, тогда все будет вот так работать, и 30 лет по кругу. А потом взрывают Шеремета, а потом Аляна Притула. Не буду дальше продолжать, еще до этого дойдет время. Плохие новости. США всерьез допускают, что Россия может применить химическое или биологическое оружие. Я на своем последнем стриме вам говорил о том, что у Путина осталось две опции. Первое — это всеобщая мобилизация, второе — это тактический ядерный удар. Здесь он может что-то подкорректировать. Я думаю, что все-таки перед химическим или биологическим оружием, перед его применением,
все-таки всеобщая мобилизация у него стоит одним из пунктов. Но единственный момент, тут он выбирает для себя меньшее из зол. Если он объявляет всеобщую мобилизацию, это все-таки маленький, крохотный, но риск волнений, риск, что в России могут начаться какие-то для него внутренние нехорошие процессы и фактически стартануть точка, от которой Россия будет распадаться, распад России. А применение химического, биологического оружия – это новые санкции, это новые риски как бы во внешней игре, в геополитике, внешнеполитическая игра, большая игра. Это все плохо для Украины, как объявление всеобщей мобилизации Путиным, так и, не дай бог, химическое и биологическое оружие. Но я опять вам напомню, что Асад, это диктатор из Сирии, применял у себя против детей, против людей химическое оружие, которое, безусловно, он получил благодаря Путину. Короче, друзья, мы имеем дело с полными отморозками. Но я хочу все-таки призвать власть. Это как бы бесполезно. Я скорее хочу обратить ваше внимание. Мне страшно режет слух, мне страшно не нравится, что власть, правительство, вся верхушка власти, они все разговаривают с вами, с нами, как с быдлом, как с какими-то умалишенными. Они, обращаясь к взрослым людям, так формулируют и строят свои обороты речи, как будто обращаются к детям в детском садике или там, к 5-6-классникам, 12-летним максимум. Это страшное, это проявление страшного неуважения. Это они так оценивают наши умственные способности. Наша с вами задача показать, что они ошибаются, что все обстоит далеко не так. И вот эти газированные писюны, Кирилл и Тимошенко, эти Арестовичи, они все думают, что они страшно умные. Но Арестович вообще считает, что он умнее всех в этом мире. И очень недооцененный человек должен давно уже работать в Пентагоне. Друзья, я вас прошу, соберитесь, несмотря на то, что сейчас такие перебои со светом, давайте им покажем, что это не так. Давайте окажем на них медиадавление. А потом, когда мы уже победили, когда закончится война, я не буду говорить уже больше после победы, потому что мы уже победили. Теперь только нужно закончить войну. Когда будут следующие выборы, вы не представляете, что мы с вами, какая мы будем сила, и что мы будем с вами с ними делать, благодаря Ютубу, благодаря соцсетям. Это то, почему я хочу больше подписчиков, больше просмотров. Пожалуйста, распространяйте мои видео, заводите свои YouTube-каналы. Я не хочу стада, я не хочу тех, кто не настроен на правильную волну. Вы кайфуете от Ермака, от Зеленского, флаг вам в руки, наши пути расходятся. Я не собираюсь вас переубеждать. Хотя мне приятно, что многие люди пишут, что там мне вас показали, вы меня раздражали, я вас ненавидел. Сейчас я понимаю, как вы были правы. Спасибо. И вообще я приветствую интеллигентное общение. Те, кто общается как свиньи, получают от меня такой же свинский ответ. Я надеюсь, друзья, вы поняли, о чем я сейчас говорю. Но я подробнее эту тему буду на стриме поднимать в воскресенье. Несмотря на то, что многие из вас будут без света, я поработаю для той аудитории, которая будет на связи. А теперь я хочу показать и рассказать о великих пунктах незламности, которые так Зеленский уверенно анонсировал. И что меня в нем бесит, вот это вот всегда отчетность за финансы. Что, перевожу вам просто, что делает Зеленский. Суфлер. Дорогие друзья, сегодня я получил одобрение на то, что нам выделят столько-то миллиардов евро или долларов. Мы с них вам выплатим социалочку. Пациент скорее мертв, чем жив, как-то продержимся. Никаких реформ я делать не собираюсь. Хотя война, конечно, это самое лучшее время для реформ. Но поскольку я ни в чем не разбираюсь, ничего не знаю, я ничего не буду реформировать. Ермак поставит везде своих людей. Все у нас будет вот так, круговая порука будет работать, мы будем богатеть, все у вас будет замечательно. А вы слушайте дальше мои видеообращения и снимайте лапшу с ушей. Вот примерно так выглядит каждое ежедневное обращение Владимира Зеленского к нации, к народу. И он упомянул об этих пунктах незламности. И мне люди завалили сегодня письмами про эти пункты. Вот даже в соцсетях появляются фотографии. Там нет света, там еще что-то, там того нету, там кошмар какой-то, там какая-то палатка, как она защитит в случае ракетного обстрела. И миллион вопросов у людей, у думающих людей. Вы молодцы, я вас приветствую, что вы себя уважаете. Самое главное в жизни не потерять лицо. Все можно в жизни потерять. Но главное не терять лицо и самоуважение. Я горжусь, что у меня большинство таких подписчиков. Так вот, возвращаясь к теме этих пунктов незламности, их объединяет точно одно. Везде, где есть в них свет, там везде работает телемарафон. Вот это, друзья, для чего это все надо? Контрпропаганда на каждом шагу. Они скоро этот телемарафон
Я вам уже рассказывал, что у них, они получают большие весты с того, что вы сидите без света. Получается, вы без света или с телемарафоном. Плохой интернет, вы как бы не можете посмотреть тот же YouTube, мой канал, например. Их это полностью устраивает. Они, кстати, со светом, я вам еще раз напоминаю, вы без света. Поэтому вы обязаны критически мыслить. Кстати говоря, как с умственно отсталыми общается и наш горе-сосед Лукашенко. Я напоминаю, что ролевые модели и кумиры Зеленского это Лукашенко и Эрдоган. Это некий гибрид этих двух красавцев. И вот Лукашенко, посмотрите, как общается со своими людьми. И, как говорится, найдите 10 отличий. Ну что плохого в том, что, ну Тур молодой совсем, что у него будет эта книжка еще. Хотите в компьютере, пожалуйста, что же так и делается, наверное. Трудовая книжка в компьютер это записали и все. Нет, нам не надо эти бумажные носители, трудовая книжка. Я не вижу ничего плохого, даже я, ну я ретроград, ладно. Но я хочу, чтобы у меня была трудовая книжка. Пусть лежит. Пусть она лежит. Моя пойдет куда-то в музей там, Игорь Тур в шкаф спрячет, как раньше, между бельем там, засунет такую. Пусть лежит, детям покажет. Я всегда вас призываю к тому, питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, может и старшего, стали ахать и охать. Ах, Макдональдс уходит. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Но только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Роман Александрович, белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат? Господи, кто это потребляет, не знаю. Ну, это клоунада, это цирк, это просто совок есть, он не может не есть, что называется. Совок головного мозга. Хороший дядька такой в доску свой, а сам мерзавец свой народ подводит под монастырь. Белорусы, если вы меня слышите, напишите в комментариях, мне это очень важно. У меня часть корней из Беларуси. Это кошмарно все, что происходит. Как он с вами общается, он вас сейчас подталкивает к войне. Вот уже СБУ выпустила наше обращение к белорусским военным. Граждане Республики Беларусь, спецслужбы Российской Федерации готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция «Островец». Наши страны помнят аварию на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Последствия были страшными для жизни и здоровья людей, экологии, экономики во всем регионе. Сегодня Россия позволяет себе шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий. Захватывает электростанции, препятствует работе персонала с целью психологического воздействия, демонстрирует обстрелы и отключение систем безопасности Запорожской АЭС. Руководству Российской Федерации плевать на жизни российских граждан, тем более на жизни белорусов и украинцев. Их методы не новы. Террор, запугивание, операции под чужим знаменем. Все это используется с одной целью – любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной. Кровью и ненавистью разделить наши народы. Но нужна ли российская захватническая война самой Беларуси? Ответ очевиден. Не нужна. Белорусы, ваша безопасность и ваше будущее в ваших руках. Требуйте от вашего руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции Республики Беларусь, согласно которой Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств. Ваше правительство уже частично нарушило Конституцию, позволив военную агрессию Российской Федерации против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурсов. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше. Отслеживайте все подозрительные действия, появление незнакомых подозрительных людей.
транспорта вблизи объектов критической инфраструктуры. Сообщайте о таких фактах вашим правоохранительным органам. Если не видите их реакции, информируйте мировую общественность всеми доступными способами. Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии с территории Беларуси, не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не отвечали ни на одно проявление вооруженной агрессии с вашей территории. Тем более мы не планируем и не собираемся проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это официальная позиция Украины. Сегодня очень многое зависит от каждого человека. Надеемся на вашу бдительность, понимание ситуации, принципиальный и сильный ответ на любые провокации. Верим в нашу победу и последующий за ней мир, в котором наши народы снова смогут жить в добрососедских отношениях. Вооруженные силы Украины. Эта скотина хочет действительно вступить в борьбу. Я думаю, они готовят еще один обстрел финальный, чтобы сделать полный блэкаут. Ведь они же, как всегда это работает, не нужно сразу обстрелять, сразу идти. Нужно обстрелять, пусть ремонтируют, обстрелять, пусть опять ремонтируют, обстрелять, пусть опять ремонтируют. Ресурсы заканчиваются. И если им это, не дай бог, удастся сделать полный блэкаут в стране, тогда, безусловно, я уже вижу, вступит Лукашенко. Не зря СБУ делает эти обращения. Беларусь, отпишитесь в комментарии, еще раз вас прошу. Мне очень важно знать, что вы меня смотрите, если, конечно, смотрите. А людям хочу сказать, вот, найдите еще раз, говорю, 10 отличий. Тот разговаривает с людьми, как с умственно отсталыми, этот наш разговаривает с людьми, как с умственно отсталыми. Нет, друзья, так это не работает, так это невозможно. В 2022 году, если Украина оплотом демократии себя считает, а я убежден, что это так, но, правда, Зеленский это всячески пытается опровергнуть, то мы не можем позволить так с собой обращаться. Я призываю вас медийно давить и показывать свое несогласие с таким отношением к вам в такие тяжелые времена. Я благодарен каждому, кто досмотрел и дослушал это видео до конца. Жду вас на стриме в воскресенье, если у вас будет свет. Нет, свет появится, смотрите повторы, пересылайте друзьям, знакомым. Только вместе мы сила, дорогие друзья, и только вместе мы можем оказать на этих мразей в кабинетах сильное давление. Спасибо, пока.